Трудно спорить с тем, что игры на PC-98, да и, пожалуй, на PC-88 выглядят очень заманчиво на скриншотах. Однако для игр эти компьютеры определенно плохо приспособлены. Но, знаете ли, это не повод оставаться вообще без игр. И если бы я оказался владельцем PC-98, то я точно был бы рад иметь на руках пару дискет с хорошими играми, за которыми можно было бы посидеть после работы, или вообще лучше вместо нее. Одним из самых крутых поставщиков таких игр была компания Falcom. Ориентация на компьютеры, не в последнюю очередь из-за более либеральной политики издателей на ПК, и свой собственный уникальный подход создали тот самый хорошо узнаваемый почерк Falcom, который можно было безошибочно определить во всех ее играх тогдашней эпохи. И одной такой интересной чертой была, та самая ориентация на компьютер, так что игровые механики и управления были особенными, совсем не похожими на консольные. Возможно, для нас, избалованных консольной роскошью, это выглядит неуклюже и не очень привлекательно, но, как я уже говорил, для владельца PC-98 такие игры были бы желанными гостями. Ну а раз это была ориентация на компьютер, то трудно представить себе более компьютерный жанр для тех времен, чем RPG в стиле Dungeon Crawler. Ведь если задуматься, то это просто квинтэссенция RPG, какой она должна быть на компьютере. Чистый геймплей, ничего лишнего, только азарт исследования и прокачка персонажа. Ну а поскольку все старожилы Falcom, начиная с самого президента, обожали американские компьютерные RPG, что даже стоило им пары неприятных случаев, как, например, когда сорвалась сделка с Origin, из-за того, что Falcom позаимствовала элементы оформления из серии Ultima, то, я думаю, неизбежен был тот час, когда Falcom сделала свой собственный Dungeon Crawler. Особенно когда во главе разработки стоял Йосио Кия, самый преданный фанат Ultima и Wizardry. Можно даже сказать, что Falcom слегка затянули с этим. Уже успело выйти целых 3 ИСа и бешено популярный Sarcerian. Но это были славные времена экспериментов, а когда у руля был Йосио Кия, уже зарекомендовавший себя как геймдизайнер со смелыми и оригинальными идеями, то можно было не сомневаться, что и в этот раз получится что-то интересненькое. Игра Brandish получилась настолько компьютерной, насколько это возможно. И дело ведь даже не в том, что управление и интерфейс заточены под мышь, но и в самом геймплее. Если смотреть на Brandish поверхностно, еще не успев углубиться как следует, то это похоже на какую-то офисную убивалку времени. Наполовину игра, наполовину офисный софт, наверное, как те странные игры Indiana Jones and His Desktop Adventures и Yoda Stories. Все же лучше, чем сапер или косынка. В общем-то, винить за это Brandish и не следует, и к тому же это одна из ярких иллюстраций, из чего сложился тот самый узнаваемый стиль Falcom. Предпосылками послужили парадоксальные характеристики японских компьютеров. Впрочем, не столько парадоксальные, сколько просто заточенные под офисный софт, а не игры. Так что никакой речи о плавном скроллинге, о нормальной частоте кадров, а значит и о нормальном управлении попросту и не шло. Поэтому Falcom, как и другим разработчикам на PC-98, приходилось налегать на немногочисленные достоинства этой линейки компьютеров: высокое разрешение и неплохой звук. Именно это и создало тот самый хорошо узнаваемый стиль игр на PC-98. Не очень хороший геймплей, но зато просто великолепные статичные иллюстрации и эпичная MIDI-музыка. А особенно хорошо в таких условиях себя чувствовали всякие хентайные игры, потому что уж им-то никакого геймплея не требовалось. Хотя угарная хентайная новелла True Love настолько хороша и визуально и музыкально, что я бы не возражал, даже если бы все наследие PC-98 состояло бы из такого хентая. Однако, слава богу, на PC-98 делали игры и нормальные компании вроде Falcom. Поэтому Brandish, несмотря даже на рваный темп геймплея, получилась игрой экстраординарной и в хорошем смысле. Вообще, сам по себе поджанр Dungeon Crawler очень интересный, если грамотно построить игру. Ведь Dungeon Crawler по сути не про битвы с монстрами, а про исследования. А исследование — это, пожалуй, главная человеческая страсть.
Так что неудивительно, что и по сей день стародавняя легенда о Зельде по-прежнему остается одной из лучших и интересных игр вообще. В Brandish решили углубить и расширить исследовательскую часть. И добавили возможность обследовать данжи, как бы это сказать, всесторонне. Так что, если вы раньше никогда не слышали о Brandish и не знаете о главной отличительной черте серии, и поэтому вас смущает это странное дергание экрана, то знакомьтесь, это неплохая склейка, это поворот камеры. Каждый раз, когда вы поворачиваетесь, то поворачивается и данж. Да уж. Сюда, само собой, напрашивается какая-нибудь шутка, вроде «Как думаете, удобно ли это?» Нет. Но, как показала практика, к этому даже не пришлось привыкать. Да и давайте скажем откровенно, к чему там, привыкать, когда карта вот прямо здесь на экране. Мне, конечно, скажут, это все очень приятно, но если у игры нет перевода, то какая в этом радость для нас? И куда как актуальнее знать, настолько ли все хорошо в переведенных портированных версиях. Мы коснемся темы портов уже скоро, ну а пока просто обнадежу вас. В остальных версиях с картой полный порядок. Да и, честно говоря, нафиг нужен Dungeon Crawler, даже очень добротный, если там нет нормальной карты. В нормальном Dungeon Crawler всегда есть карта. Ведь она там есть? Ведь есть же. Ну вот и хорошо, мать вашу, что хотя бы здесь над этим поработали как следует. К сожалению, мне не удалось найти в интервью разработчиков, почему была выбрана именно такая механика. Но я предполагаю, что таким образом они просто немного освежили типичную механику в тогдашних модных данжен-кроллерах, где тоже было дискретное перемещение, да еще и от первого лица. На мой взгляд, так получилось гораздо интереснее, чем в какой-нибудь Bard's Tale. Да и вообще это хороший пример, когда есть хорошая идея, но технические средства еще не доросли, чтобы ее реализовать. Здесь бы не помешали более плавные повороты. Если бы это сделали в 3D, то вопросов бы вообще не возникало. Ну вот и поговорим теперь о версиях. Без этого в ранней истории Falcom было просто не обойтись. Оригинал на компьютере, а затем порты на все холодильники, тесты на беременность, принтеры, радиоприемники и дисковые телефоны. Можно сказать, что в этом плане Brandish еще повезло, и версий оказалось не так уж и много. Несмотря на дерганность оригинальной компьютерной версии, внешне она выглядит настолько хорошо, что если бы я имел возможность, то играл бы сразу в нее. Но думаю, вы уже догадались о моей извечной проблеме – незнание японского языка. Так что, разумеется, придется рассмотреть различные порты. И вот здесь я оказался буквально вынужден дезертировать. В 2009 году на PSP вышел ремейк Brandish The Dark Revenant. Ох, боже мой, до чего же он хорош, как же это упоительно. Согласитесь, очень похоже на Is Memories of Celceta, как по графике, так и по аранжировке музыки. Или на не менее прекрасный Xanadu Next. И самое главное достоинство Brandish – невероятно тесные трусы колдуньи Делы тоже на месте. Правда, на мой взгляд, оригинальная Дела смотрелась более эффектно. Да, это были отличные времена красивых девушек в аниме. Самую главную роль сыграло то, что этот ремейк на PSP полностью повторял оригинальную игру, как по механике, так и по уровням. И стало понятно, что если я пройду более старшие версии, то здесь меня уже нечем будет удивить. А я хотел буквально проглотить эту игру, со всей ее чарующей фирменной атмосферой Falcom. Так что, прошу прощения, но дальше мы будем смотреть только на нее. Ради нее я даже забросил проходить порт на Super Nintendo, хотя записал уже где-то десяток уровней. А ведь это очень хорошая версия. Может и без плавных поворотов, хотя откуда им взяться в 94 году, но с плавным скроллингом, да и более приятным темпом геймплея. Да и в принципе, пожалуй, это единственная играбельная из старых версий. Но все испортила чертова ханжеская цензура. Что это такое, мать вашу? Закрытый купальник? Я вижу, что закрытый купальник, я спрашиваю, что это? Ах да, что же это я? Это же не Дела, это... Алексис. Ну вот пусть это Алексис и носит свой идиотский купальник. А трусы оставим для Делы.
Хотя без трусов была бы краше. По идее, самой лучшей должна была стать версия для PC Engine CD, ведь там были потрясающие версии IS. Но это какой-то позор, даже в плане музыки. И это с компакт-диском. Если рассматривать Brandish с точки зрения геймдизайна, то рассказывать особо нечего. Это самый что ни на есть Dungeon Crawler, какими они должны быть, и очень достойно сделанный. Да, хочется хвалить, но было бы странно преподносить это как некую инновацию. Вау, тут есть ловушки, вау, тут есть тайники. Это бы напоминало описание к какой-нибудь посредственной игре на задней стороне коробки. Невероятная трехмерная графика. Можно ходить, можно читать, можно входить и выходить из игры. Brandish имеет все типовые черты жанра Dungeon Crawler, и этим она, собственно, и привлекательна. Однако, что действительно вызывает самые положительные эмоции, это хороший, добротный дизайн уровней. Декорации не блещут особым разнообразием, но сами карты сделаны настолько разветвленными и интересными, со множеством разных секреток, что пробуждается то самое хорошо знакомое чувство из детства. Но вот еще один уровень пройду и все, обещаю. Что и неудивительно с такой-то удобной картой. Кстати, вот подумалось, а ведь Brandish напоминает мне преснопамятный Wolfenstein 3D. Тоже не особо разнообразный внешне, но просто поразительно, как в таких тесных рамках Ромеро и Холл делали такие разветвленные и интересные карты. Одним из самых ярких моих воспоминаний про Wolf это то, как отец и брат проверяют каждую стену в каждой комнате на предмет тайников. Это был просто спортивный интерес. Конечно, в сравнении с Вольфом Brandish получилось более богатой в плане реквизита. Но, что важно, Brandish это типичный выходец из золотой эпохи 80-х и 90-х, когда в аниме и японских играх было много романтики. И в чем нельзя было отказать играм на PC-98, так это в том, что они умели пообещать. Неявно, смутно, пообещать что-то такое романтичное и эмоциональное. И нет, здесь можно обойтись без пошлых шуточек. Даже музыка здесь это не раздражающий бип-бип-бип, а очень эмоциональные и атмосферные композиции. Оригинальные треки на PC-98 сами по себе прекрасны, но что еще, конечно, здорово, что Falcom по давней традиции навыпускала множество разных аранжировок. И правильно, нечего киснуть талантом из Falcom Sound Team JDK. Молодцы, Falcom. Они-то знают, что любить можно не только глазами, но еще и ушами. Кстати, Делла фигура совсем не романтичная. Это, кстати, типичный типаж жадной, меркантильной, сексапильной, но не очень умной и от этого очень комичной авантюристки, который был очень популярен тогда. Кстати, похожий персонаж есть в еще одной игре от Falcom – Popful Mail. Но Делла так забавно взаимодействует с главным героем, да и не будем скрывать, выглядит она тоже сногсшибательно. Что если бы я увидел Brandish, когда еще был ребенком, то я точно знаю, я бы всю игру ждал, когда же они наконец поцелуются. Ну очевидно же. Ну а теперь, будучи уже взрослым, я смотрю на них и понимаю, они уже давно и счастливо женаты. Почему счастлива? Ну, потому что она за ним все время бегает, а он в свою очередь тоже не особо от нее отрывается. Ну а то, что она жахнула в него фаерболом в самом начале, за столько лет брака успевает накопиться, знаете ли, не убила же. Я вот, например, уверен, что в Resident Evil 5 контролирующий кристалл в сиськах Джилл на самом деле не работал, и она просто хотела как следует побить Криса, потому что достал. Милые бронятся, как говорится. Этим и оказалась хороша Brandish. Это типичная хорошая игра из того времени, которая вроде бы и довольно аскетична, но в то же время обещает тебе нечто хорошее. И, что характерно, сдерживает свое обещание. Dungeon Crawler, да, хороший, отличный, интересный, очень. Она бы стала моей любимой офисной игрой или игрой на после работы, окажись я счастливым владельцем PC-98. Ведь это геймплейный шедевр, идеальный баланс между простотой и богатым наполнением. Там есть целый мир, и этого мне так не хватает во всяких солитерах и саперах, и именно это вызывает у меня такое отторжение от них.
А что самое приятное, это то, что самая первая Brandish не стала подобно другим музейным экспонатам, которые получилось бы рекомендовать только любителям очень хорошей, но все же древности, со всеми ее условностями и неудобствами. И сколько я получил удовольствия от ремейка на PSP, просто не описать. Вот такими и должны быть ремейки. И такими, черт возьми, должны быть игры.